как ранние гностики смотрели на проблему жизни после смерти. В ней рассказывается, какие варианты посмертной участи человека бывают и как на это смотрели ранние и поздние христиане, в том числе гностики, которые считались еретиками и которых критиковали отцы черкви. У гностиков было четкое представление о том, что ждет человека после смерти и что делать, чтобы преодолеть препятствия. Эти идеи гностиков проникли в герметизм, каббалу и другие направления философской мысли. Кроме того, подобные воззрения можно встретить, к примеру, в тибетской книге мертвых. Возможности посмертной участи человека можно свести к 3 вариантам. Первый. Нет жизни после смерти. Смерть — это полное угасание сознания. Второй. Жизнь после смерти продолжается на Земле посредством реинкарнации. Третий. После смерти жизнь продолжается на ином плане, например, в раю или аду. Если мы собираемся говорить на эту тему, то первый вариант можно категорически исключить, поскольку практически каждая культура и религия учит, что есть некая форма загробной жизни. Существует много дискуссий о доказательствах жизни после смерти. Какой же из оставшихся 2 вариантов наиболее вероятен? Обычно они понимаются упрощенно. Вы перевоплощаетесь, в зависимости от кармы, вы возвращаетесь на Землю, чтобы жить снова, как мудрец или как биржевой маклер. Или вы судитесь пред небесным престолом и отправляетесь на небеса или ад, один раз и навсегда. У гностиков, таинственных эзотерических учителей первых веков нашей эры, был собственный взгляд на загробное существование. Хотя их учения почти утеряны, осталось достаточно материала, чтобы мы могли их реконструировать. Если мы это сделаем, то получим ценные сведения не только о некоторых элементах поздних западных оккультных традиций, но и о плане духовного освобождения. Гностические тексты очень мало говорят о реинкарнации, однако мы находим отсылки к этой концепции в корпус Hermeticum, герметическое тело писаний. Вероятно, написанными в первых-третьих веках нашей эры, они в значительной степени состоят из диалогов между божественной фигурой по имени Гермес, Трисмегист, и его сыном Татом, или Тотом, египетским богом, который наиболее напоминает греческого Гермеса. На их происхождение указывает название ведущего трактата «Паймандры», из которого я приведу ниже цитату. Это греческий вариант «Пэйменре» — «освященный разум» на египетском языке. Герметические тексты представляли собой описание древнего египетского эзотерического знания, переложенного на язык и мышление греков, культурно господствующих в Средиземноморском мире. Герметические тексты обычно не считаются гностическими сами по себе, хотя их идеи очень похожи на идеи гностиков и могут рассматриваться как частью той же самой среды. Герметические тексты говорят о реинкарнации, но не в том смысле, в котором нам это знакомо, из Нью-Эйджа. Как правило, герметические писания изображают реинкарнацию как наказание. В одном трактате говорится, что человек, который умирает бездетным, приговаривается к телу, которое не имеет ни мужской, ни женской природы, вещь, проклятую под солнцем. А в тексте, известном как Асклепий, говорится, что те, кто верно живут под Богом, вознесутся для становления движенственными существами. Но для неверных дело обстоит иначе. Им отказано в возвращении на небеса, и их ждет гнусное перемещение недостойной святой души в другие тела. И герметистов, и гностиков гораздо больше интересовало восхождение духа после смерти. Чтобы понять их взгляды, отбросим одно подразумеваемое предложение, которое мы могли получить от традиционного христианства, что небеса всеблаги, а все зло располагается снизу. На самом деле гностики мало говорят об аде как таковом. Для них опасности, встречаемые духом после смерти, принимали совсем иную форму. Встреча с архонтами. Начав читать о гностицизме, вы сразу встретите упоминание архонтов, чье название происходит от греческого слова со значением «правители». Будучи злыми духовными силами, они стоят в небесных реальностях между нами и истинным добрым Богом далеко наверху. Кто же это архонты? Хотя об этом иногда забывают, гностики во многом черпали вдохновение у апостола Павла. Один ключевой стих появляется в послании к Ефесянам. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».
Хотя стих не использует слово «архонты», в греческом Новом Завете это слово обычно связывается с человеческими правителями. Слово, переводимое как «правители», это «архас», происходящее от того же корня. Автор послания к Ефесянам говорит, что эти мироправители тьмы века сего находятся в небесных сферах, расположенных между землей и реальными истинными небесами далеко наверху. Для гностиков это означало, что существует два вида неба. Одни как зловещая небесная реальность архонтов, другие как царство истинного, доброго Бога наверху. Для достижения истинного неба, иногда называемого полнотой или плеромой, после смерти дух человека должен пройти через сферы архонтов. Существовало много гностических систем, и их критики иногда жаловались, что они меняют свои учения каждый день. Но по сути и гностицизм, и герметизм рассматривали путешествие духа в загробной жизни как восхождение через реальности концентрических сфер, окружающих Землю. Часто они связывались с 7 планетами, как их понимали древние: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. Именно в таком порядке. При этом каждая из планет имела своего собственного правителя или архонта. Ясное и наиболее краткое описание этого процесса содержится в Паймандрах, где описываются дурные качества, которые дух должен отбросить после смерти в каждой планетарной зоне. Далее человек вознесается через конструкцию из кругов, оставляя в первом из них способность расти и уменьшаться, во втором лишается своей силы источник злоби и коварства, в третьем обессиливается наваждение похоти, в четвертом вонопадство правительства, в пятом безбожное высокомерие и дерзость, в шестом исчезает привязанность к богатству, в седьмом лукавая ложь. И очищенный таким образом от всего, что произвела совокупность кругов, он входит в агдаадическую 8-ю природу, сохранив лишь собственную силу, и поет вместе с сущностями Уси гимны во славу Отца. Все радуются его появлению, и, став похожим на них, поет мелодичным голосом сил, которые являются выше агдаадической природы и которые поют хвалы Богу. Другое описание восхождения души появляется в «Контра Цельсум», полемическом произведении, написанном отцом церкви Оригеном. В частности, Ориген описывает учения гностических сект, именуемых офитами. О них известно немного, но они произошли от греческого слова «офис», что означает «змея». В отличие от ортодоксального христианства, они рассматривали змея из книги Бытия как позитивного персонажа, несущего Адаму и Еве гносис или знание. Офитская гностическая космология, символизирующая структуру реальности. Мировой змей Левиафан окружает планетарную реальность, с Сатурном на границе. После смерти душа-дух пытаются взойти через сферы архонтов, которые идентифицируются с планетами. Вот они в порядке возрастания от Земли: Луна, Гарей, Меркурий, Айлоэй или Элоэй, Венера, Астафей, Солнце, Адонай, Марс, Саваоф, Юпитер, Иао, Сатурн, Ялдабаоф. Обратите внимание, что порядок такой же, как в Паймандрах. Чтобы пройти через эти сферы, гностического посвященного учили тому, что нужно говорить архонтам, и какой символ преподносить им как некого рода ключ доступа. Ялдабаофу, например, следует сказать: «И ты, Ялдабаоф, 1 и 7, рожденный, чтобы иметь власть с дерзновением, будучи правящим словом чистого разума, последней работой сына и отца, я ношу символ, отмеченный изображением жизни, и отворяющий миру врата, которые ты закрыл для вечности. Я снова прохожу свободно мимо твоей правительности. Да пребудет со мною благодать, Отче, да пребудет со мною». Ириней Лионский, отец церкви II века, чья работа «Против ересей», один из наших главных источников о гностицизме, описывает другой взгляд на этот процесс. Рассказывая об одной школе гностиков, он пишет: «Некоторые же из них говорят, что водить на воду – дело излишнее, а смешав в одно елей и воду с произношением слов, подобных выше приведенным, выливают на голову посвящаемых и почитают это искуплением, но они омазывают бальзамом, а другие отвергают
Опровергая все это, говорят, что не должно таинство неизречемого и невидимого силы совершать при помощи творений видимых и тленных, и таинство немыслимого и бестельного, и что совершенное искупление есть само познание неизречемого величия, ибо недостаток и страсть произошли от неведения, а знанием разрушается все, что составилось от неведения, потому и знание есть искупление внутреннего человека, и оно не телесное, поскольку тело тленно, и не душевное, ибо и душа от недостатка и есть как бы жилище духа, потому и искупление должно быть духовным. Знанием искупляется внутренний духовный человек, и они довольствуются познанием всего, и вот какое искупление есть истинное. Душа, дух и загробная жизнь. Ириней указывает, что гностики верили в троичное разделение человеческого тела: физическое тело, душу, то, что Ириней называет животной душой, и дух. Ортодоксальное христианство изначально имело то же самое учение, хотя с течением веков оно было утрачено. Сегодня будет трудно найти церковника любого исповедания, который сможет вам объяснить разницу между душой и духом, но гностики считали, что эти две вещи действительно очень разные, и этот факт дает ключ к их взглядам на загробную жизнь. Когда вы читаете стандартный вариант Нового Завета и встречаете слово «душа», это почти всегда перевод греческого слова «псюхе». Вот что изначально обозначает слово «душа». Это именно психика, созвездие мыслей и чувств, сознательных и бессознательных, которые образуют нашу внутреннюю жизнь. Сюда же относится жизненный принцип или жизненная сила, животная душа. Как следует из отрывка Иринея, гностики знали, что эта душа не бессмертна. Другое дело — дух. Это то, что в вас на глубочайшем уровне говорит «я». Это принцип чистого сознания, которое смотрит из вашего тела и психики, как в телескоп. У него много имен — Атман, Самость, Царствие Небесное, Руах на иврите и Пневма на греческом. Этот принцип бессмертен и нерушим. Он останется после того, как распадутся душа и тело. Душа на самом деле распадается. Она состоит из планетарных влияний, иногда это называется астральным телом, которые также временны и приходящие, как и комбинации молекул, из которых состоит физическое тело. Гностики понимали воплощение как спуск из божественных реальностей через сферы 7 планет вниз к Земле. Проходя через эти сферы, дух приобретает окраску каждой из этих планет. И наоборот, в момент смерти дух возносится и, по крайней мере в идеале, по очереди стряхивает влияние каждой планеты, поскольку эти влияния являются собой оковы, приковывающие душу к материальности. Вот почему процитированный выше герметический текст говорит нам, что далее человек возносится через строение кругов, оставляя в первом из них способность расти и уменьшаться и так далее. Некоторые гностики, такие как, например, афиты, считали необходимым знание оккультных имен каждого архонта, охраняющих эти ярусы, чтобы иметь возможность пройти. В древней магии знать имя значит иметь над этим власть. Другие же, как в описании Иринея, видимо, считали, что простого знания ситуации достаточно для спасения. В случае же с теми, у кого нет доступа к спасительному знанию в той или иной форме, дело обстоит иначе. Как мы читаем в приведенном выше герметическом тексте, им отказано в возвращении на небеса, и их ждет гнусное перемещение недостойной святой души в другие тела. Реинкарнация нежелательна. Вера в реинкарнацию сегодня популярна. Исследования показывают, что около 20-30% населения верят в нее. Преимущество этой веры в том, что она более убедительна, чем общепринятый крестьянский взгляд, что вы будете бесконечно жариться в аду за грехи, совершенные в течение очень ограниченного периода времени на Земле. Также имеется значительное число работ, свидетельствующих о воспоминаниях прошлых жизней. Иэн Стивенсон – пионер в этой области, поэтому реинкарнация гораздо лучше обоснована, чем полагает научный материализм. Тем не менее, практически все традиции, которые учат реинкарнации, считают ее нежелательной. Мы можем вернуться назад, но мы делаем это как результат ошибки или проблемы с нашей стороны. Идеальная судьба индивида в индуизме – это мокша или освобождение от цепи воплощений. Нирвана занимает ту же самую позицию в буддизме.
Знаменитая тибетская книга мертвых состоит из пошаговых инструкций для недавно умерших, посвященных тому, как избежать перевоплощения. Гностики и герметисты изображали такое освобождение как подъем духа через реальность враждебных архонтов в плерому. Даже в общепринятом крестьянстве мнение о перевоплощении не такое, какое можно было бы ожидать. Удивительно, реинкарнация никогда не открыто не отрицалась католической церковью, хотя многие теологи отвергали и осмеивали ее. Сегодня некоторые люди утверждают, что эта доктрина была отвергнута либо Первым Никейским собором в 325 году нашей эры, либо Вторым Константинопольским в 353 году. Но на самом деле ни один из них не касался этой темы, они больше были обеспокоены природой Христа. Один из источников данного недоразумения — Ширли Маклейн, актриса и автор Нью-Эйджа, которая представила эти идеи в своих популярных книгах, усугубляя путаницу и перепутав соборы. В любом случае, реинкарнация двусмысленно пребывает на краю крестьянской традиции. Рассмотрим замечание Валентина Томберга, 1900-1973, балтийского немца, который пришел в католичество, и книга «Размышления о Таро», опубликованная анонимно, стала большой современной классикой эзотерического крестьянства. Церковь была враждебна к доктрине реинкарнации, хотя процесс повторных воплощений был известен и не мог оставаться неизвестным большому числу верных церкви людей с подлинным духовным опытом. Глубинная причина этого — опасность становления призраком, когда человек избегает пути очищения в чистилище, просветления и небесного единения. Поскольку люди могли поддаться искушению подготовиться к будущей земной жизни, вместо того, чтобы готовиться к чистилищу и небесам. Если вы отбросите католический термин «чистилище» в этом отрывке, то придете к точке зрения, очень похожей на точку зрения гностиков. Дух очищается и просветляется в своем восхождении и, в конце концов, входит в реальность Отца. Призрак, о котором говорит Томберг, — это душа, то есть астральное тело, которое недолжным образом не распалось. Оно либо бродит по земле, вызывая призрачные явления, либо оказывается в ловушке еще одного физического тела. Любопытно, что гностические учения также сохранились в восточном православии, которое обязано гностичеством гораздо большим, чем оно готово признать. Православное крестьянство использует причудливую, но яркую метафору воздушных мытарств, говоря об опасном восхождении духа после смерти. Обычно говорят, что таких мытарств 20. Вот один рассказ, приписанный Таксиоту, воину древности, который был на грани смерти. «Когда я умирал, то увидел неких этиопов, стоящих предо мной. Вид их был очень страшен, и душа моя смутилась. Потом я увидел двух юношей, очень красивых. Душа моя устремилась к ним тотчас же, как бы взлетали от земли. Мы стали подниматься к небу, встречая на пути мытарства, удерживающие душу всякого человека. Каждое истязало его об особом грехе. Одно о лжи, другое о зависти, третье о гордости. Так каждый грех в воздухе имеет своих испытателей. И вот я увидел в ковчеге, держамом ангелами, все мои добрые дела, которые ангелы сравнили с моими злыми делами. Так мы миновали эти мытарства. Когда же мы, приближаясь к гвартам небесным, пришли на мытарство блуда, страхи держали меня там и начали показывать все мои блудные плотские дела, совершенные мною с младенчества до смерти моей. И ангелы, ведущие меня, сказали мне: «Все телесные грехи, которые ты соделал в городе, простил тебе Бог, так как ты покаялся в них». Но противные духи сказали мне: «Но когда ты ушел из города, ты на поле соблудил с женой земледельца твоего». Услышав это, ангелы не нашли доброго дела, которое можно было бы противопоставить греху тому, и, оставив меня, ушли. Тогда злые духи, взяв меня, начали бить и свели затем вниз, земля расступилась, и я, будучи веден узкими входами через темные и смрадные скважины, сошел до самой глубины тюрем адовых. В этом отрывке легко найти сходство с уже рассмотренными нами гностическими и герметическими текстами. Основной процесс тот же самый. Душа возносится через воздушную область к небесам и встречает стражей, которые преграждают ей путь. Гностические тексты видели путь в эзотерических терминах. Нужно было знать имя каждого архонта и знать, как к нему обратиться, или, по крайней мере, понять труд истины. Здесь же, в контексте общепринятого крестьянства, речь идет об очищении от греха. На самом деле, 7 планет связаны с 7 смертными грехами.
Луна с завистью, Меркурий с ленью, Венера с похотью, Солнце с гордыней, Марс с гневом, Юпитер с чревоучием. 7 жадность связан с землей, но, как мы можем видеть из Паймандра, 7 грех иногда именуется ложью и связывается с Сатурном. Эхо гностических идей резонирует с другими формами эзотеризма. Вот один отрывок из Загара, главного текста Каббалы, мистической традиции иудаизма. Раввин рассказывает о своей встрече с детьми Востока и их книгами священной мудрости, которые он считает похожими на учение иудейской Торы. В этих восточных книгах говорилось: «Своими действиями, своими словами, своим пылом и преданностью поклоняющийся может привлечь к себе дух свыше». Далее они сказали, что если человек следует определенному направлению в этом мире, то он будет следовать в том же направлении, когда уйдет из этого мира. В другом мире он будет привязан к тому же, к чему был привязан в этом мире. Если он свят, то и там будет свят. Если осквернен, то и там будет осквернен. Если он остается верен святости, то свыше будет привлечен к этой стороне и станет слугой перед святым среди ангелов. Подобным образом, если он здесь будет связан с нечистотой, то будет привлечен к другой стороне и примкнет к компании нечистотных. Они именуются вредителями человечества, и когда человек оставляет этот мир, они берут его и бросают в Гехинном. Раввин также говорит, что в этих книгах присутствуют ритуалы и церемонии, относящиеся к поклонению звездам, с необходимыми формулами и указаниями для концентрации мыслей на них, чтобы поклоняющийся мог к ним приблизиться. Это кажется похожим на гностические формулы и указания на столкновение и прохождение через врата архонтов, связанных с планетами. Но Раввин не одобряет такого рода практику, говоря, что иудеи должны поклоняться только одному святому. Можно проследить нити этих гностических идей во многих других направлениях, и, конечно же, в Каббале. Гершом Салем, главный исследователь Каббалы XX века, подчеркивал, что именно гностичество, одно из последних великих проявлений мифологии в религиозной мысли, предоставило фигуры речи иудейскому мистику. Таково мнение ученого. Он видит родство и сходство между текстами и традициями и, естественно, предполагает, что более раннее должно влиять на более позднее. Но тому, кто хочет зайти за пределы простой академической учености, следует задать другой вопрос. Являются ли эти сходства результатом влияния в обычном смысле, или же скорее эти мистики и просветители разных традиций видели одну и ту же реальность и пытались выразить ее в терминологии своего собственного языка и мысли? Сам я полагаю, что обе эти вещи верны. Какова же тогда мистическая реальность, на которую указывают все эти учения? Я бы предположил, что это примерно так. Психика, душа, состоит не только из планетарных влияний. Вот почему считается, что натальный гороскоп дает ключ к характеру, но из концепций и обусловленностей, которые прикрепились к ней в процессе воплощения. Тибетская книга мертвых, описывающая этот процесс в терминологии тибетского буддизма, называет этот комплекс мысли-телом склонностей. Восхождение через сферы архонтов или воздушные мытарства представляют собой устранение этих влияний, включая концепции и обусловленности религиозной природы. Если разрыв более или менее завершен, то безусловный дух может отправиться на истинные небеса, то есть другие реальности существования, где будет продолжать совершенствоваться. Если нет, то он отбрасывается обратно на Землю или, возможно, в еще более темные реальности для следующего раунда. Тибетская книга мертвых говорит, что для того, чтобы проникнуть через Бордо, тибетский эквивалент мытарств, нужно знать, что все эти видения — ваши собственные мысли-формы. Какие практические выводы мы можем сделать из всего этого? Лично мне хотелось бы вернуться к уже приведенному выше отрывку из Зогара. Если человек следует определенному направлению в этом мире, то он последует в том же направлении, когда уйдет из этого мира. Будущие добровидные монады, искры чистого сознания, лежащего в центре нашего существа, подобно драгоценности в лотосе, чья утонченность и совершенство, возможно, единственная цель человеческого существования, будет определяться тем, как мы развиваем ее в этой жизни.
В отношении же всех архонтов и небесных сборщиков пошлин, которые могут предстать перед нами после смерти, ответственность за нашу эволюцию или, если угодно, спасение, по-прежнему лежит на нас самих.